Спартак буквально только что вылетел из Европы. Да и хуй с ним. Но есть расстройство от того, что не будет Лиги Европы все-таки? Было сначала расстройство, но потом мы поняли, что экономится бюджет семейный. Семьи нас будут чаще видеть. Запах чувствуете? Тут пахнет победой, пахнет удачей, пахнет реально хорошими людьми. Просто у меня хороший парфюм. Спартак! Вот так. Да, у Локомотива вообще группа смерти. Вообще там Байер, там Атлетико Мадрид, Ювентус. Порно будет 6 матчей. Очень хорошо, что был ВАР. Иначе не ВАР, мы бы уже могли проиграть. Andrea, do you think that by Spartak being out of Europe, this may help to compete in the Russian league essentially? It has to. It has to help. Ну что, привет, друзья. Да, вы не ослышались. Сегодня выпуск на русском. А почему? Да потому что мы пришли на матч Спартак-Зенит. Огромное противостояние, дерби двух столиц, как его называют. Ну и, конечно, мы пообщаемся с красно-белыми. Поехали. Спартак буквально только что вылетел из Европы. Да и хуй с ним. Согласен. А поможет ли это команде в чемпионате? То, что не надо будет отвлекаться на Лигу Европы. Дело даже не в этом. Я вообще просто об этом не думаю. Я приезжаю на матч, он сегодня. Сегодня я болею, сегодня мы победим. Все. Со счетом? Я думаю, все-таки, в принципе, учитывая все расклады, 2-0. Ну, я так полагаю. Хотя один вот бомжам не засчитают и правильно сделают. Окей. Вот, думаю, Допустим. так. То есть, живу сегодняшним матчем, а там Лига Европы, хуёпы, извините. Не, там, нормально, если что что. Вот, YouTube это дело великое. это, к буям. А кто из новичков пока больше всего зашел? Самый уровневый, да, это Шурли, ну и Гус, он, правда, так пару раз точечно. Вот, но эти два человека дарил, реально, прямо вот те, кого не хватало. То есть, как бы, игра команды чем-то напомнил, да не другого уровня, но всплеск произошел такой же, как в свое время, когда пришли Алекс там и МакГиди, да. Вот, точно так же, то есть команда поднялась на другой уровень. Единственное, что Алекс, не дотягивает до уровня Шурли, а МакГиди до уровня Гуса, то есть, для того... То есть эти парни лучше? Да, эти лучше. Значит, Шурли это прямо европейская мысль, он мыслитель, он иногда отдает мячи, а многие наши российские футболисты просто не понимают, зачем он это, почему и куда и как. Я надеюсь, что произойдет обратная ситуация, не он забьет на футбол, а они просто начнут играть так, как он. Да, я понял. А Кононов, очень много там критики было в его адрес, многие Да и говорили... хрен бы с ними. Я смотрю на игру команды. Игра команды есть как таковая, игроки есть, а требовать от тренера, то есть, я не знаю, это какая-то... это такой топот эгоизма, блядь, детские капризы. Хочу конфету сладкую, и чтоб всегда. Ёлы-палы, бери. Болей за Манчестер Сити, я не знаю. Там многомиллионные контракты, но очень редко они становятся чемпионами. Манчестер Сити? Да. К сожалению, 2 раза подряд. Манчестер за сколько лет? За 40. Возьмем тот же самый Манчестер Юнайтед или Арсенал. Есть еще другие команды, да. Или другие, Да. Последний вопрос. Я по поводу счета на сегодня понял. А финальная позиция Спартака в этом сезоне? Ваши предсказания? Ой, вообще не загадываю. Вот реально. Просто, почему целитесь? Нет, целимся всегда на чемпион. Вот я лично всегда, для меня Спартак вперед, Спартак чемпион. Другого для меня не существует. Но я реалист и живу сегодняшним днем. Поэтому сегодня я на этом матче болею за Спартак и верю в победу. Все. Есть расстройство от того, что не будет Лиги Европы все-таки?
Было сначала расстройство, но потом мы поняли, что экономится бюджет семейный. Семьи нас будут чаще видеть, потому что выезды, конечно, они очень накладны. Предыдущее чемпионство было завоевано в схожей ситуации, но не факт, что это повторится. Но есть же надежда все-таки. Надежда у болельщиков «Спартака», она всегда есть. Да. Когда болеешь за «Спартак», всегда надо надеяться, конечно. Конечно. А есть ли вообще вера в Кононова? Есть. Потому что очень многие сейчас кричат, что не надо, вот может надо поменять на кого-то другого. Если бы была альтернатива, на кого поменять, поменяли бы, мне кажется, уже. Из новичков кто пока больше всех зашел? Шурли? Прям лидер команды стал, да? Вот это все Да. видео из раздевалки. Да, мы причем пытались его своим личным присутствием сглазить, опорочить, но ничего не вышло. Каким образом опорочить? Ну, своим присутствием у нас некая карма присутствует за сколько лет боления. В общем, личное знакомство, ручканье могло сыграть свою роль в матче с Брагой. Новый парень. Что-нибудь знаете про него? Кучерявый. Абсолютно неизвестный для нас Украл кораллы. Украл, да. товарищ, но мы будем надеяться, что Цорн не делает ошибок. Но он опорник, он же важная позиция для «Спартака», в принципе, особенно после ухода Фернандо. Мы согласны, потому что опорников нет нынче в составе достойных. Фернандо был одним из лучших и любимцем, мне кажется, вообще публики. Играл очень хорошо. Последний вопрос короткий совсем. Ожидания от сегодняшней игры, ожидания от сезона в целом. Мы ждем победы над «Зенитом», над ЦСКА, над «Локомотивом» и над Краснодаром. Всегда мы ждем победы. А сезон, я надеюсь, что сложится хорошо, и мы попадем в Лигу чемпионов и уже точно поедем в Европу. Желательно, конечно, напрямую попадать, чтобы не было... То бишь с первого места. Нет, со второго, может, со второго. Там квалификация, да, начнется. Значит, с первого С надо. первого, да. Ну, «Спартак» вот буквально только что вылетел из Европы. Как вы считаете, это поможет «Спартаку» в чемпионате? Поможет в чемпионате то, что у них есть вот наша поддержка, есть сила, есть вот это вот дух. А таких, как мы, вот эти красно-белых, тысячи, они вокруг, посмотрите, каждый из нас, он дает возможность этой команде реализоваться, потому что у нас мощь. Чувствуете вот это? Запах, чувствуете? Тут пахнет победой, пахнет удачей, пахнет реально хорошими людьми. Просто у меня хороший парфюм. Да, и еще костюм отличный тоже. Да, я просто с работы вышел. Мне очень приятно, что вы взяли с меня интервью вот так вот, неожиданно. А какой блок? Я расскажу сейчас все, когда... Спартак! Спартак! Вот так вот. Вот так вот, я понимаю. Вот я слышал мнение, но многие так достаточно негативно относятся к тренеру. Вы на какой стороне баррикад стоите? Честно, я очень мало знаю о футболе, вообще в принципе о нем не знаю. Но могу сказать, что какой бы тренер ни был, команду любят. Команду любят. И эти люди здесь не просто так. Значит, тренер реально что-то делает для этих людей. И я могу еще отметить то, что буквально несколько лет назад «Спартак» занял лидирующую позицию. Вы же тоже про это слышали? Конечно. И я подумал, что клуб, который всю жизнь проигрывал и начинает выиграть, это как я. Я такой же человек, который всегда в проигрыше, но в один момент, блядь, волна удачи появляется. Я просто специально сделал панораму, чтобы показать, как прекрасно вы одеты. «Спартак» недавно, буквально совсем только что, вылетел из Европы. Еврокубка, да. Как вы думаете, это поможет в чемпионате? Думаю, да. Ну и там были объективные причины, но я считаю, что Тиль и Ларсон сейчас очень хорошо играют, ключевые игроки, их не было, и поэтому такая была игра, не было реализации. А сегодня они играют, и я думаю, это поможет «Спартаку». Кто пока из новичков больше всего зашел? Тиль мне понравился. Ну, Шурли тоже, но Тиль прям... Ну, видно, что он... видно, что это игрок очень высокого уровня и в будущем может стать, крутым футболистом, действительно. Сегодня подписали нового, Кучерявого. Да, тоже. Ты слышал, да, я видел видео в Ютубе, то есть его тоже многие хвалят, говорят, что тоже талантливый парень, но посмотрим. Вот некоторые спартаковские болельщики очень негативно говорят про тренера, в Да, частности да. из-за того, что из Европы вылетел. Вот У меня такое двоякое чувство. С одной стороны, как бы
ну, мы видели футбол Краснодара, да, который играл, то есть такой комбинационный, интересный. И тоже, ну, видно, что он Спартаку пытается тоже короткий пас, все это навязывать. Но другой вопрос, что для такого футбола нужно, ну, много времени, чтобы наиграть связи, то есть наиграть комбинационную игру. И пока, ну, не все получается. Видно, что стараются играть в короткий пас, но пока иногда накрывают, то есть другие команды, которые подготовлены, они накрывают, ну, не все получается. Но опять же, многое в такой игре зависит от плеймейкера, от Тиля, то есть как он будет игру разводить, и поэтому, ну, пока сложно сказать, то есть, но видно, что как бы тренер пытается мыслить в правильном направлении, но не все получается, и, ну, от сегодняшнего матча, я думаю, тоже многое будет зависеть. Если сегодня проиграют, то, возможно, то его уволят, возможно, скажем так. То есть тоже от этого сегодняшнего матча тоже многое зависит. Но дерби с ЦСКА выиграли. Многие болельщики Спартака ему, ну, прощают всем тренерам, обыграли ЦСКА, все это чуть ли не главное, то есть событие. Но у вас личный кредит доверия есть ему. Ну, пока есть, да, скажем так. Пока есть, я знаю, что болельщики пока 50 на 50. Я знаю, что некоторые пока говорят, что, ну, дать шанс, некоторые говорят, что все там, некоторые говорят, вообще давайте вернем Карреру, как бы, ну, болельщиков, я знаю, что разные мнения. Ну, тоже... Ну, сегодня, если выиграем, я думаю, что у многих будет кредит доверия. То есть от сегодняшнего матча многое зависит. Ну и, соответственно, вопрос, предсказания на сегодняшнюю игру и на сезон в целом. У меня такие предсказания. Когда я прихожу на футбол, всегда ничья. Поэтому, ну, я думаю, что ничья, но надеемся на победу. Но я думаю, что, скорее всего, 2-2 где-то, 1-1. Голов будет много. Ну, я думаю, что будут голы, да. Если победим, будет супер. Но я реалист по жизни. И думаю, что, скорее всего, ничья. Поражение будет вообще очень грустно. Я думаю, что ничья, возможно, даже выиграем. Но будет зависеть, опять же, как сыграем в атаке. Потому что даже с той же Брагой очень было моментов. То есть забей в начале матча моменты, все бы спокойно прошли. А моменты не забили, начали нервничать и все. Сегодня как бы другие игроки, я не знаю еще стартовый состав, но я думаю, что Ларсон и Шурли, Тиль, я думаю, что они в старте, скорее всего. В старте, да. Да, и поэтому я думаю, что сегодня будет в атаке совсем другая игра, как с Брагой. И там, ну, они повыше уровнем исполнителя, чем были с Брагой. Поэтому я думаю, что Ларсону, тому же, он вообще, как я понимаю, ну, по первому матчу он вообще такой игрок касания. То есть на отца в чем-то похож, такой врывается. И я думаю, что сегодня, ну, в атаке явно будет более интересная игра. И думаю, голы точно забьют. И этот человек мне сказал, что он не суперфанат, да? Да, но я не супер... Знает все, по-моему. Я не супер фанат. Я как бы, ну, хотелось бы чаще ходить, но работа там и так далее. Понятно. Поэтому, да, но увлекаюсь футболом. Сезон, ожидания. Но ожидание Место. чемпионства, конечно. У спартаковских болельщиков всегда первое место самое главное. Чемпионами станем, и тренера все простят, и будут любить и восхвалять все. Поэтому даже что чемпионами станем, тем более из Еврокубка, ну, вылетели, как бы всем сейчас играть. У «Зенита» очень тяжелая группа в Лиге чемпионов, очень тяжелая. Все говорят, что легкая. Да, у «Локомотива» вообще группа смерти. Вообще там Байер, там Атлетико Мадрид, Ювентус. Ну, то есть вообще будет, ну, как говорят, порно будет 6 матчей. Поэтому, ну, у «Спартака» сейчас только чемпионство, только победа. Спартак не отвлекается на Еврокубки, и теперь Спартак должен чемпионат брать. Брать — это уже громко сказано на самом деле. Что значит брать? Полно соперников, полно. Будем бороться в любом случае, как ни крутите. Сегодня победа, однозначно. Как к Конову относишься? Потому что многие его ругают. Ругают, это дело фанатов, это их дело личное, отношусь параллельно, тренер должен оставаться тренером всегда. Если его уважают игроки, то он пусть остается и тренирует, Мое мнение такое. Кто из новичков больше всего пока зашел? Кто нравится думаю, больше что всего? Шурли, наверное, стал лидером, я думаю. В другом, Тиль, наверное, еще, но пока еще не особо он вписался в игру, наверное, командную, но должен сегодня показать всю свою мощь. Последний вопрос. Предсказание счета я уже слышал на сегодняшний матч. Ага. Сезон где Спартак закончит, как считаешь? Я думаю, что должен закончить, как хочу я, на первом месте, закончит в тройке, однозначно, как ни крути.
их дважды обыграть, имели преимущество в каждом из матчей. А сейчас победили, и очень хорошо, что был ВАР. Иначе не ВАР, мы бы уже могли проиграть. Но хорошо, что в этом матче был ВАР, и мы победили, я считаю, заслуженно. Во втором тайме Спартак неплохо атаковал, но у них не было ни одного момента, а мы могли им забить еще. Так что победа. Ну, я сейчас только переживаю, главное, что не забрали Аздоева и Мусаева у нас. У них любят здесь таких ребят. Andrea, do you think that by Spartak being out of Europe, this may help to compete in the Russian league essentially? It has to. It has to help because we have now every time 1 week to prepare for a game, to be full confidence of our body, to be full fitness. So it has to help, and I will make sure, and we will make sure that this will really be something that. И самая простая неделя для Спартака Московского закончилась еще и домашним поражением против принципиального соперника «Зенита». Команда может посетовать на усталость, команда может посетовать на многие разные факторы, но точно не может посетовать на отсутствие поддержки, потому что трибуна до самых последних секунд гнала команду вперед. Ну что ж, сейчас пауза на сборные. Дружине Олега Кононова есть над чем подумать, самому тренеру есть над чем подумать. Увидимся в следующем выпуске с полей РПЛ. Пока.